Привет, физкультурники. Ну что, давно мы с вами не записывали линию про стабилизацию нашего тела во время движений и отдельных ее частей. И да, уже где-то с месяц как минимум, может даже больше прошло. Так что, друзья, сегодня мы продолжаем. Сегодня мы с вами поговорим о плечах. И все друзья, кто на этом канале первый раз, как всегда, и для тех, кто на этом канале не первый раз, но до сих пор этого не сделали, как всегда, лайк, подписка, обязательно, пожалуйста, вам не сложно, друзья, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. Ну что, народ, поехали разговаривать про плечи. Итак, друзья, мы с вами не будем сейчас вдаваться в анатомию, но один из самых хрупких наших суставов – это плечо. Окей, очень нестабильный, очень хрупкий сустав. Весь этот сустав, он держится на том, что все мышцы, которые есть у нас в плечевом суставе, все сухожилия, которые есть в плечевом суставе, они его держат. Они просто саму руку прижимают очень сильно к кости, и из этого состоит у нас как бы само плечо, да, конкретно что, какие мышцы, названия, там, кости, все эти круглые выемки, в данный момент нам не важны. Кому это интересно, могут зайти почитать анатомию, как состоит плечо. Но из-за его состава, из-за того, как он состоит, он достаточно хрупкий. Поэтому у многих людей есть вывихи очень сильные. И иногда есть, как это называется по-русски, когда плечо выходит с места, да, и потом там ходят, как в фильмах, видите, вставляют на место. Ну, в общем-то, один раз, когда вылетает, потом это происходит постоянно и очень достаточно неприятный процесс. Я даже знаю, у меня был один подопечный, у которого нужно было проверить и построить программу, потому что у него был и не просто вывих, а дошло все до того, что вылетало плечо, что ему операцию делать, чтобы это все закреплять обратно. Вот. Поэтому это такой достаточно хрупкий и гадкий сустав. Поэтому этот сустав нужно укреплять, его нужно развивать, его нужно растягивать, его нужно наращивать мышцы для того, чтобы он был сильный. Во время тренировок что мы имеем? Мы имеем такую вещь. Наше плечо во время тренировок, выполняя какие-либо движения, должно быть активным. То есть, что значит активным? Оно должно сопротивляться тому весу, который на него в данный момент действует. То есть быть противовес такой, работать против этого веса. Когда плечо работает против какого-то веса, когда оно активно, оно сохраняет свою стабильность. Оно более, как бы это правильно сказать, и оно работает в правильном направлении, сохраняя свою стабильность, и при этом оно еще и потихоньку и укрепляется. Естественно, это его укрепляет. Кроме того, наше плечо должно быть достаточно подвижно. То есть плечо, да, вот если вы знаете, есть люди, например, особенно люди уже в возрасте, которые вот поднимают руку вверх, они держат ее так. Почему? Потому что у них гибкость плеча уже пропала. То есть они не в состоянии поднять руку ровно над головой. У них оно стоит здесь. То есть понятно, если человек достаточно в возрасте, ему может быть... То есть что наше тело делает? Не только с плечом, а вообще тот или иной параметр тела, который не нужен, там вот, скажем, гибкость плеча у людей пожилых, да, вот доходит до сюда, да. Почему выше, дальше оно не бывает? Потому что им это не нужно, они этим не пользуются, оно просто уходит на второй план. Тело это не развивает, не поддерживает, и поэтому оно потихоньку уходит. Есть суставы, в которых это более критично, и их надо развивать, есть, в которых менее. Плечо это, если вы тренируетесь, это достаточно критично. Его нужно, да, развивать, его нужно, да, растягивать, это нужно поддерживать, чтобы мозг понимал, что вам, да, нужна там еще гибкость, вам, да, нужно, чтобы плечо было в полную свою рабочую мощь, работало в полную свою силу, и поэтому это надо развивать и поддерживать, чтобы оно там было. Так вот, как я сказал, противовес. Кроме того, что значит противовес? Это значит, что мы включаем нужные мышцы плеча в нужном направлении для того, чтобы они работали в нужном чтобы они противодействовали нужной нам нагрузке. Это называется активное плечо, то есть работа в нужном направлении. Итак, дальше, друзья. Мы как тренера, да, должны такие вещи замечать. То есть мы должны замечать, что человек, да, работает с плечом, а не просто его расслабил и все, да. Мы должны замечать, где он должен включить плечо в работу, где больше, где меньше. Мы должны следить за тем, чтобы человек не переусердствовал, и чтобы это не выглядело уже слишком, что человек включает плечо в работу слишком сильно, и это выглядит уже как бы овер такой, да. То есть за этими вещами всеми нужно следить. Это очень важно, потому что есть такие движения, в которых мы можем очень сильно, есть такие, в любом практически движении мы можем очень сильно повредить наше плечо. Если мы им не доработали и постоянно в этом не дорабатываем, мы можем его повредить. Если мы переработали слишком, мы можем его повредить. Если мы не качаем мышцы плеча, не укрепляем связки плеча, мы можем его повредить. Если он у нас недостаточно гибкое плечо, мы можем его повредить. То есть плечо такая вещь, что оно в любой ситуации может быть повреждено. Поэтому тренер должен следить. Например, да, то есть когда человек, скажем, выполняет снэч,
Когда человек выполняет снэч, он должен не просто стоять вот так вот, опустив плечи, и вот все вот эта масса и вес, который у него над головой, он вот так вот продавливает ему плечи, он стоит и вот так вот продавливается. Да? Нет, у него плечи должны быть активны. То есть плечи должны быть подняты вверх и включены в работу. То есть он должен противостоять весу. То же самое, например, на кольцах. Человек, когда он висит на кольцах, да, что происходит? Он не просто вот взялся за кольца или там на этих, на турникетах, хотя на турникетах меньше, больше даже на кольцах это, скорее всего, будет, хотя, нет, на турникетах тоже это. То есть ты не просто вот встал и провалился, да, и вот так вот висишь на кольцах, нет, ты должен давить кольца вниз для того, чтобы плечи опустились вниз и таким образом держать их внизу. То есть в таком положении у тебя не будет никаких травм, и ты больше, и у тебя будет больше силы и правильности движений в твоем плече для того, чтобы выполнить движение на кольцах. То есть ты должен делать, опускать вниз. И, например, скажем, вот тот же дедлифт, да, то есть вы все знаете, что кроме того, что мы держим спину ровно, мы должны еще плечи, то есть мы не можем поднимать высокий вес, и при этом что делать? Мы не можем, чтобы наши плечи были вот тут, да, мы должны их поднять и втянуть как бы в спину, не просто вот так вот загнуть, то есть вот это вот загиб при дедлифте, когда люди вот так вот сгибают, совсем закрывают полностью лопатки, это тоже не совсем правильно, то есть это неправильное положение, плечи должны быть в нейтральном положении, но при этом они должны быть не вот тут, а собраны в кучку и при этом отведены как бы назад и вниз, да, то есть мы как бы руки втыкаем чуть-чуть, должны воткнуть в нашу спину, и вот тут мы должны стоять ровно, а не задирая, то есть вот это вот задирание, это тоже как бы это уже привлечение в другую сторону, да, то есть они не должны быть ни там, не вот там, они должны быть ровно, нейтральны и при этом держать вес ровно. То есть, если мы делаем туда или обратно, мы можем также повредить плечо. То есть, такие вещи мы, как тренер, должны замечать. И на разных упражнениях это может быть по-разному. Где-то это можно заметить больше, где-то меньше. Где-то нужно включить больше, где-то чуть меньше. Где-то просто нужно оставить их в нейтральной, плечи в нейтральной позиции. Это очень важные вещи, и на них, друзья, нужно обращать внимание. Поэтому очень советую вам найти по этому поводу разные упражнения, просмотреть, если вы какие-то даже не знаете, просмотреть, как плечо должно там работать, где оно должно точно находиться. Потому что мы не можем просто взять сейчас все упражнения, перебрать и разобрать. Это, конечно, хороший такой проект на год возьмет, да, чтобы все разобрать все движения плеча и в каком положении должно быть. Но, в общем-то, вы можете просто обратить на это внимание. Если у вас где-то есть пробелы, обязательно их восстановите. Ну и чтобы все это дело подытожить, друзья, что мы должны делать, да? То есть мы должны, как я сказал раньше, заниматься нашим плечом в смысле больше мускулатуры и больше гибкости, правильная работа в нужном направлении по отношению к нагрузке, или если это не совсем в сторону нагрузки, то нейтральное положение, да, правильная работа нашего плеча нам его сохранит. Кроме того, что оно нам его сохранит, друзья, вы должны понимать, что работая правильно плечом, так же, как и любой другой частью тела, вы только увеличите свой шанс на выполнение движения намного легче, быстрее, качественнее, с меньшим количеством ошибок и так далее. То есть оно также помогает нам выполнять наши движения намного лучше и качественнее. На этом, думаю, все. Это такой небольшой видос получился, я думаю. И также, друзья, если вы не видели предыдущие видео по теме всего, что мы разбивали со стабилизацией нашего тела в выполнении разных упражнений, обязательно посмотрите. Как всегда, не забывайте лайк. И да пребудет с вами сила, народ. Пока.